Сегодня 1 марта, погода у нас хорошая. Первый день весны, всех с весной. Снегу у нас по колено. Температура минус 18 градусов, пасека засыпана снегом. Весеннее настроение. Литки, как обычно, забыты снегом. Все чудесно. Пчелки сидят, зимуют. Такая погода еще будет стоять 6 дней, страшная. Морозы ночью по минус 22 градуса, днем минус 15, минус 18. Послушаем, что там мои пчелки. Сейчас период очень сложный. Последний рывок зимовки, может не хватить кормов. Вот стетоскопом слушаем семью. Гудит семья, гудит сильно, греется. Ничего страшного. Это моя неблагополучная семья, которой я рамки подставлял. Медовые. Живые чертяки. Слышно, гудут. Молодцы, выжили. Будем надеяться на лучшее. Давненько я не помню такой плохой зимовки. Погода зимой была то оттепели, то заморозки сильные. Пчелы. Клуб то распадался, то сжимался. Меду сожрали много. Сейчас вот проявляется на части семей острая недостаточность корму. Обычно я осенью пчел закармливаю, и мне хватает этого корму и на зиму, и на весну. Весной я их даже не кормлю. Хватает меда вполне, с учетом запаса. В этом году с кормами проблема, но скорее всего с ними еще проблема, потому что лето было очень и очень жаркое. А мед у нас последний подсолнечный. А когда жаркая погода, мед подсолнечника для зимовки не годится. Видео об этом было, я уже его выкладывал, можно посмотреть. Он каменеет. И скорее всего так получилось, что мед подсолнуха для пчел оказался непригодным для зимовки. Они зимовали на сахарном сиропе, который я им дал, страховочный, и на акациевом меде, который я им оставил. Подсолнечник, скорее всего, они не взяли. Поэтому получился дефицит кормов. Обычно у нас пчелы 11 марта уже облетываются, но в этом году, наверное, такого счастья не будет. Поэтому прогнозируется проблема с кормами. Пчелы будут голодать. Что делать? Как их спасти? Сегодня видео будет о том, как спасти пчел экстренно. Тех пчел, которые уже заголодали и уже начали сыпаться. Открыли вы улей или проверяете и видите, что у пчел совсем нет меда. Они уже начали помирать от голода. Как их спасти? Значит, для этого надо немедленно их кормить. И кормить не иначе, как сахаром. Чистым сахаром. Взять сахара песка, намочить его водой, завернуть его в бинт или в марлю в 2 слоя или в 3 слоя и положить сверху на рамки или на потолочину. Намочить этот сахар немножко водой, и это позволит пчелам сразу мгновенно утолить свой голод. И тут же параллельно вместе с сахаром надо ставить либо канди, либо мед давать. Можно давать и сироп, конечно, но я сироп никогда не даю, потому что подкормка сиропом зимой заканчивается плачевно. Почему не сразу мед дать? Потому что пчелы мед сразу не могут съесть. Они должны его отогреть еще. Даже если им мед нагреть и поставить, они все равно его мгновенно взять не могут. А они уже от голода помирают. Поэтому, чтобы экстренно накормить пчел, сию минуту, в этот же миг, надо дать чистый влажный сахар. Можно поступить другим путем. Можно сделать густой-густой сироп 2 к 1, как при подкормке осенью. И просто пчел сверху этим сиропом побрызгать. Тогда они друг с друга будут слизывать сироп и тоже очень быстро утолят свою голод свой. Мгновенно утолят. Но это процесс довольно трудоемкий, я им не пользуюсь. А вот сахарком самое то. Это такое личное мое мнение, мой опыт. Кому надо, пользуйтесь. Ну, кто-то, может, делает по-другому. Здесь единого мнения в этом вопросе нет. Я делаю вот так. А следующее видео будет, скорее всего, о том, как кормить пчел зимой. И о вреде этого дела. Как их кормить с наименьшими потерями. Какие подкормки бывают, что к чему приводит. В общем, подписывайтесь. Расскажу, что знаю.